Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье вечер, как всегда, проект Forex Times и я, Дэн Стрелков, и уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете торговые сигналы, торговые планы по волновой теории Ральфа Эллиота, также ежедневные прогнозы по данным Чикагской товарной биржи, обучение и чат, где вы можете дурить мне голову и вашим же коллегам сколько вам угодно будет. Более того, напоминаю, что в комьюнити Forex Times мы не просто изображаем на графиках вероятное движение торговых инструментов с точки зрения волновой теории Ральфа Эллиота, а мы, напротив, исследуем данные отчетов Чикагской товарной биржи и уже на эти отчеты натягиваем, как сову на глобус, данные именно волновой теории Эллиота. Ну и заранее хочу просить прощения перед совами, потому что на глобус, конечно же, я их не натягиваю. Ну что ж, поехали. Сегодня, как всегда, будет евро, золото и бонусом канадский доллар, потому что там сейчас очень интересная ситуация, которая бывает достаточно редко. Поехали, друзья, и по евро-доллару с точки зрения волновой теории Ральфа Эллиота с большой вероятностью у нас не хватает еще одной волны, так как теоретически мы с вами получили коррекционное движение в виде расширенной плоскости с волной А, далее волна Б и в теории Эллиота волна С у нас должна быть импульсом. Но так как данная волна началась с зигзага по той простой причине, что у нас во второй волне образовался треугольник, а вы знаете, что треугольник это всегда предпоследняя волна, следовательно, волна 1-2, и так как у нас должен быть импульс, то с большой вероятностью мы с вами увидим образование конечного диагонального треугольника, где не хватает, друзья, не хватает еще пятой волны. Давайте посмотрим, куда эта волна может прийти. И что самое интересное, мы с вами можем увидеть крупное скопление опционных колл-контрактов. А теперь внимание, друзья, опционные колл-контракты находятся в основном в 99% случаев выше текущей цены, так как данными контрактами профессионалы на Чикаго в основном хеджируют свои фьючерсы на продажу. А здесь у нас колл-опционные контракты находятся ниже цены. Более того, они находятся на уровне максимального открытого интереса по пут-опционным контрактам. И здесь же еще затесался уровень нижней границы диапазона прибыли маркетмейкера. Это означает, что данный диапазон, причем очень небольшой, является очень сильным диапазоном поддержки. А так как у нас с вами теоретически не хватает еще одной волны, то мы с вами видим просто-напросто, куда мы, вероятно, придем. А именно 1.1380, друзья. 1.1380 это тот уровень, к которому с большой вероятностью цена придет в течение торговой недели. И более того, от этого уровня можно будет уже искать покупки. Ну а покупки в направлении минимум уровня 1.1985. Но я предполагаю, что мы будем еще и гораздо выше залезать по той простой причине, что за последние несколько дней появились еще свежие опционные контракты Call на сумму 204 миллиона долларов и 103 миллиона долларов на уровнях 1.2080 и 1.2130. А теперь очень внимательно послушайте информацию дальше. Здесь вы могли обнаружить и спросить у меня: Дэн, а что же делать вот с этими крупными, очень крупными скоплениями опционных контрактов put на сумму 705 миллионов долларов и 652 миллиона долларов? Сюда же цена может прилететь. Два момента, друзья. Первый момент. Вы прекрасно знаете
теоретические выкладки конечных диагональных треугольников, в которой первая волна больше, чем третья, третья больше, чем пятая, и вторая волна больше, чем четвертая. Пятая волна, как я сказал, должна быть меньше, чем третья. Вот у нас третья волна. Давайте с вами теоретически предположим, что коррекция уже прошла в волне номер 4, и у нас развивается пятая волна. Как же нам понять, ниже какого уровня цена, по идее, не пройдет, так как если она уйдет ниже и станет больше волны номер 3, то конечный диагональный треугольник сразу здесь пропадает, и что здесь мы будем делать, вот уже не очень понятно. Поэтому мы с вами просто-напросто можем взять такой инструмент, как расширение Фибоначчи, и построить его по трем точкам, а именно по третьей, потенциально третьей волне и по четвертой волне. И мы увидим расширение Фибоначчи 100%. А именно ниже уровня 1.1325 потенциальная волна 5 заходить не может. Это первый момент, почему, например, к уровню 652 миллионов цена с большой вероятностью сейчас не полетит. А теперь второй и самый главный вариант или, скажем, причина, почему в данный момент цена далеко вниз не полетит, к этим скоплениям опционных контрактов PUT. А давайте-ка с вами заскочим на Чикагскую товарную биржу и посмотрим, а что это такие за контракты. Итак, выбираем фьючерс евро, базовый контракт, и выбираем экспирацию. Так как это у нас месячные опционные контракты, выбираем экспирацию ближайшую на 5 декабря 2025 года. И смотрим с вами максимальный открытый интерес и ищем уровень 1.13 и там где-нибудь 1.12. И давайте посмотрим именно изменения, когда у нас эти контракты появились в отчетах. Данные контракты появились 3 числа, значит, они примерно за 31 октября будут. Давайте посмотрим изменения опционных контрактов. Это put опционные контракты. И у нас на уровне 1.12 и 1.13 ничего крупного нету. Да, есть call опционные контракты на уровне 1.14 и 1.1450. Отчет пришел 3 ноября. Но это вот эти контракты, про которые я только что и говорил, на 284 миллиона долларов и 277 миллионов долларов. Но смотрите, друзья, это опционные контракты call с экспирацией на декабрь. Но опционных контрактов put мы не видим на декабрь. А что ж мы тогда будем делать? А давайте посмотрим другую экспирацию, например, за январь. И вот за январь мы их обнаруживаем. Вот они, эти два, на страйках 1.1250 и 1.1350, опционные контракты put, отчет по которым появился 4 числа. Друзья, это январская экспирация, январь, 9 января 2026 года. Поэтому я предполагаю, что так как у нас в данный момент развивается коррекционное движение, то мы еще покажем пятую волну в конечном диагональном треугольнике. Далее мы увидим в течение ноября и, может быть, середины декабря импульсный рост в направлении уровней 1.20, 1.21, 1.2150 и потом разворот. Ну, наверное, все-таки за январь нам нужно пройти этот рост, чтобы цена успела за декабрь развернуться и прибежать. Правильно, вы думаете, прибежать к этим скоплениям, крупным скоплением опционных контрактов put, у которых экспирация 9 ноября. Но, внимание, друзья, если здесь
профессионалы в течение опционного месяца еще будут докидывать опционные контракты put на этих уровнях, то это означает, что цена с очень большой вероятностью их будет тестировать. Объясню, в чем смысл. Смысл состоит в том, что на моем опыте, который уже более 4 лет, работы с данными Чикагской товарной биржи, цена никогда не забывает про крупные скопления опционных контрактов. Приведу вам пример. Вот посмотрите. Вот у нас очень крупное скопление опционных контрактов Call. Вот еще крупное скопление опционных контрактов Call. Еще добавляли, но цена к ним не пришла. Экспирация по этим контрактам прошла. Экспирация по половине вот этих контрактов уже прошла. Но, как вы знаете, есть хороший сериал «Игра престолов», и там было такое выражение «Север помнит». Я очень люблю это выражение применять к финансовым рынкам. Рынок помнит, что профессионалы очень любили эти уровни, эти диапазоны. И рынок придет их протестировать. Так вот, профессионалы на Чикаго могут ошибаться во времени, когда рынок придет. Но они очень редко ошибаются, особенно когда они выставляют очень крупные скопления опционных контрактов или call, или как в нашем случае сейчас put. Если они сюда еще накидают опционных контрактов, здесь будет крупное скопление. Они могут ошибиться. Может быть, рынок придет не к 9 января, там, может быть, чуть пораньше. Может, он придет к марту месяцу, но рынок придет тестировать данное скопление. А вот такой план по евро, друзья. Надеюсь, в принципе, все понятно, все разложил по полочкам. А теперь золото. Ну, здесь достаточно максимально просто. Мы видим что? Во-первых, мы видим вероятное образование треугольника. Треугольник предпоследняя волна. Но где есть треугольник, всегда можно найти классическую коррекцию. В данном случае может быть W, X, Y. Более того, друзья, максимально открытый интерес по колл-опционным контрактам и верхняя граница диапазона прибыли маркетмейкера. Верхняя, значит, если цена будет к ней приближаться, маркетмейкер будет защищать свою прибыль, является сильнейшим диапазоном сопротивления. А теперь внимание! При росте торгового инструмента профессионалы переписали свои ожидания в виде максимального открытого интереса по пут-опционным контрактам вниз. Более того, маркетмейкер переписал свои ожидания также вниз. Вопрос. Если я хочу покупать, кто дурак, я или ребята, которые ворочают миллиардами долларов на Чикагской товарной бирже? Вероятно, ответ очевиден. Поэтому, исходя из этого очевидного ответа, хотя мне не хотелось бы, конечно, быть дураком, предположим, что нас с вами ждет. А ждет нас с вами, в принципе, с большой вероятностью коррекция, которая началась именно с этого максимума, а не с этого. Сейчас объясню почему. Итак, берем коррекцию. Первый вариант А, Б, С в волне W, треугольник как предпоследняя волна X и дальше А, треугольник, либо, как я сказал, может быть коррекция B и С в волне Y, после чего ожидаем разворот в бычьем направлении. Кстати говоря, забыл сказать, это уровень 3800. Это вариант номер один. А вот теперь вариант номер два. Если у нас падение началось с этой вершины, то коррекцию мы начали не с зигзага, а с импульса волны А. Треугольник как предпоследняя волна, волна Б и внимание. Вот здесь должна быть импульсная волна. Вот она есть, волна С. Все, закончилось. Движение вниз закончилось. И теперь вот здесь необходимо найти импульс и коррекцию. Раз, два, три. У нас зигзаг. Импульса нету. Следовательно, я предполагаю, что вариант номер один, когда падение начинается с зигзага,
И есть правильный вариант, потому что мы начали падать с зигзага, и после треугольника образуется зигзаг. Если же мы начали падать с импульса, то нам нужен импульс в последней волне. Ну да, конечно, можно взять сову на глобус и сказать, что сейчас образуется вот такой кривой конечный диагональный треугольник. Да, запросто может быть раз, два, потом вот это три, четыре, пять. Друзья, может быть такой кривой диагональный треугольник в волне С. Прошу прощения, в волне С. Да, после чего разворот. Но если он таковым будет, понимаете, он уже в любом случае смотрит в направлении уровня 3800. Поэтому я не вижу других вариантов, кроме как, опять же таки, да, конечно же, здесь тоже может быть максимально кривой начальный диагональный треугольник. Один, 2, здесь что-то 3, 4, 5. Но, друзья, согласитесь, если мы сейчас начнем продавать, и после этого мы увидим образование начального диагонального треугольника, то мы закроем продажи с убытками и после коррекции просто-напросто купим. И мало того, что отыграем свои убытки, разумеется, мы выйдем в профит. В совокупном понятии, в совокупном понимании мы выйдем в положительный результат. Но слишком все это криво, слишком криво. Больше всего, конечно, красота показывает ABCW, X и ABCY. И разворот. Вот это красиво. Надеюсь, собственно, так и будет. Уровень 3800, друзья. И бонусом, как обещал, сегодня канадский доллар. Подсмотрел у одного из наших коллег, он рисует такую картинку, как импульс, раз, два, три, четыре, пять, коррекция и продолжение снижения. То есть у нас раз, два, три, четыре, пять и, собственно, продолжение снижения. У меня к этому плану сразу огромный вопрос про волну 1. Я думаю, что вы, наверное, тоже, если сейчас я вот перещелкну на 4-часовой график, и мы с вами посмотрим эту волну. Где это ты? Вот она, красавица. Сейчас, пардон, еще разочек. Так, иди сюда. Вот она. Вот это у нас волна должна быть импульсная, волна 1. Я здесь вижу раз, я здесь вижу два, я здесь вижу три. Что-то я здесь раз, два, три, четыре, пять не вижу. Да, конечно, кто-то может сказать, давай возьмем сову, натянем на глобус. Давайте попробуем. Раз, два, три, четыре, пять. Проблема. Третья волна самая маленькая. Такого быть не может. Ладно, давайте продолжать натягивать. Раз, два, три, четыре, пять. И у нас усеченная пятая волна. Если честно, такое в начальном импульсе, я даже если не могу припомнить, чтобы такое было. Вот, к примеру, раз, два, три, четыре, и в пятой волне у нас раз, два, три, четыре, пять. Вот в пятой волне, так, раз, два, три, четыре, в пятой растягивающейся волне, вот эта пятая волна младшего порядка, усеченной может быть, и такое я видел много раз. Но чтобы усеченная волна пятая была именно в начальном импульсе, что-то как-то сомнительно, друзья, сомнительно. В общем, у меня огромный вопрос к этой волне, что она номер 1. Но вернемся почему же все-таки к тому, почему я выбрал доллар-канадец, а именно, посмотрим на данные Чикаго. И мы увидим с вами очень интересный момент. Вы прекрасно помните, если смотрели лекции, что максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам является сильным уровнем сопротивления, по пут-опционным контрактам, собственно, поддержка. Вот поддержка, вот у нас сопротивление. И вы знаете, что когда цена пробивает, к примеру, уровень сопротивления снизу вверх, а профессионалы не переписывают свои ожидания вверх,
то цена очень часто возвращается, чтобы протестировать этот уровень. То же самое. Цена пробивает вверх, профессионалы стоят на своем. Этот уровень и точка, и цена к нему возвращается. Но я вначале сказал, что произошло очень редкое явление, а именно, друзья, цена пробила уровень максимального открытого интереса по колл-опционным контрактам снизу вверх, а профессионалы переписали не вверх свои ожидания, а вниз. Ай-яй-яй-яй-яй. Вниз. То есть обычно либо цена остается на месте, либо профики просто переписывают вверх ожидания. И если они переписывают ожидания вверх, это значит, что цена с большой вероятностью продолжит расти. Если цена остается на месте, это говорит о том, что в будущем, ближайшем цена остановится, причем, как вы видите, цена остановилась на верхней границе диапазона прибыли маркетмейкера, маркетмейкер защитил свои деньги, причем, посмотрите, перед экспирацией месячных опционных контрактов цена пробила верхнюю границу уровня маркетмейкера, но маркетмейкер перед экспирацией вернул цену в диапазон прибыли. Маркетмейкер – это такая животинка, которая, ай-яй-яй, очень не любит. Вот, кстати говоря, так, это у нас баланс месяца, это мы смотреть не будем, ну, потом посмотрим еще маркетмейкеров, если хотите, покажу. Хотя приходите в комьюнити Forex Times, там всю информацию получите. Так вот, друзья, профессионалы переписали ожидания вниз. Ахтунг! Просто ахтунг! Более того, 276 миллионов долларов и 252 миллиона долларов опционных контрактов, внимание, call. Не путы, которые внизу должны быть, а колы, которые находиться должны вверху. Они находятся сейчас внизу. Причем 276 миллионов совпадает с уровнем максимального открытого интереса по колл-опционным контрактам, а 252 миллиона долларов с опционными контрактами put. А теперь внимание, если мы обратимся к данным Чикаго и откроем канадца, причем, друзья, вы должны сразу знать, на спотовом рынке этот торговый инструмент прямой, то есть котировки доллара стоят на первом месте, канадца на втором, а на Чикагской товарной бирже мы рассматриваем с вами базовый контракт фьючерса, канадец на первом месте, канадец против доллара. Это означает, что все данные, которые мы здесь видим, их нужно переворачивать. Если здесь колл-опционные контракты, значит на спотовом рынке пут-опционные контракты. Если здесь пут, колл-опционные контракты. Поняли, да? Тем более, посмотрите, страйки совершенно другие. Если на спотовом рынке 1.40, там 1.38, то на Чикаго здесь совершенно другие цены. Но переводится это достаточно просто. Надо единицу разделить на примерно страйк. Там 1.700, 0.715. И вы получите спотовую цену 1.3986. Ну, достаточно несложно, правда? Итак, а теперь давайте посмотрим, что же это за опционные контракты. Здесь call, а значит на Чикаго они будут путами, которые в отчете появились 27 числа. Это очень интересно. 27 числа нас интересует экспирация. Это были месячные опционные контракты, поэтому сразу посмотрим 5 декабря. И вот они, друзья. Это экспирация на 5 декабря на страйках 0.73, 0.7250. Опять же таки мы можем один из них, любой, перевести, например, 73, 0.73. Мы получим спотовую цену 1.3698, грубо говоря, там в районе 1.37. Где у нас 1.37? Вот у нас 1.37. Почему 1.3733? Потому что существует еще понятие forward point. Forward point меняется каждый день, а следовательно, когда мы переводим цену со срочного рынка Чикагской товарной биржи на спотовый рынок на Форекс, то мы еще должны учитывать отклонение от цены forward point. Forward point зависит от ставок, процентных ставок центральных банков, которые участвуют в торговом инструменте,
и количество дней до экспирации базового фьючерсного контракта. Давайте сегодня вот этой фигней заниматься не будем. Это чистая теория, которая нужна тем, кто этим очень хочет заниматься. На самом деле, если вы придете в комьюнити Forex Times, здесь все уже на спотовый рынок специальными скриптами у меня переведено. Так вот, друзья, к чему я все веду? Это экспирация, декабрьская экспирация 5 декабря, то есть меньше, чем через месяц. Профессионалы на Чикаго считают, что цена дойдет до этих уровней, то есть американский доллар будет падать. И в принципе, если бы у нас по евро уже пятая волна прошла, это было бы с точки зрения корреляции просто убийственно классно. Доллар по отношению к канадцу падает, доллар по отношению к евро падает. Прекрасно. Но у нас все-таки еще не хватает одной волны и потом рост. Поэтому с точки зрения корреляции я предполагаю, что, и вот сейчас вы увидите, внимание, а у нас три волны, друзья. Не импульс, три волны, раз, два, три. Поэтому смотрите, нам нужно 4, 5, потом, внимание, коррекция восходящая. А по евро как раз заканчивается пятая волна. И потом по канадцу мы летим вниз, по евро вверх. А какая красота! Ну что, надеюсь, все было понятно и доступно. И, кстати говоря, пользуйтесь данными Чикаго, но помните, что в комьюнити Forex Times я за вас уже все это сделал. Вот. И, кстати говоря, не занимайтесь вы макроэкономическим и фундаментальным анализом по той простой причине, что на Чикагской товарной бирже, так как она самая крупная биржа в мире, работают крупнейшие хедж-инвест-фонды, банки и частные управляющие. И поверьте, они в штатах своих и на частной, прошу прощения, на разовой основе держат вплоть до профессоров лучших университетов мира по экономике, по финансам, по каким-то предсказаниям Вуду и так далее. Поверьте, когда фонд управляет несколькими десятками миллиардов долларов, он может позволить содержать себе небольшой штат очень классных аналитиков, экономистов, которые все уже за нас с вами просчитали, рассчитали, и так как они хотят на срочном рынке фьючерсными контрактами покупать или продавать те или иные торговые инструменты, они очень любят их хеджировать опционными контрактами. Мы с вами тем и занимаемся, что мы грамотно умеем читать отчеты Чикагской товарной биржи по опционным контрактам, то есть по ожиданиям лучших из лучших. И мы с вами видим, что они там ожидают. А потом мы берем волновую теорию Эллиотта. В конце концов, не зазорно подсмотреть у наших коллег, что они думают, потому что можно свою голову и не ломать. Зачем изобретать колесо? Если нужно колесо взять и что сделать? Апгрейдить, правильно. Возьмите колесо, апгрейдите, и у вас получится колесо лучше, чем у кого бы то ни было. Ну что ж, друзья, спасибо большое, что слушали мое сегодня нытье в очередной раз. Всем классного вечера и профитов на предстоящей торговой неделе. Присоединяйтесь к комьюнити Forex Times. С вами был Дэн Стрелков. Всем пока-пока.